Первое, мы прочитаем сейчас, говорится, что Святое Имя является единственным другом Дживы в материальном мире. Number 2. И второй пункт. Из 64 анг видов бхакти Шринама является самым могущественным принципом преданного служения. So if Shrinam is the most powerful, why do we have deity worship? И Шринама, повторение Святого Имени, является самым могущественным. Зачем мы тогда поклоняемся божествам? Вопрос. Did Lord Chaitanya install deity? Господь Чайтанья инсталлировал какие-то божества? Нет. So why we have deity worship? Почему мы поклоняемся божествам? Engage our senses. Deity worship purifies the intelligence. Поклонение божествам очищает интеллект. Buddhi, разум. And then we chant Shridanam. И затем мы повторяем чистое Святое Имя. We chant more purely. Повторяем более чисто. But actually we don't need deity worship. Но на самом деле нам не нужно поклонение божеству. All we need is the holy name. А все, что нам нужно, это Святое Имя. Now, вопрос. Ladies. Вопрос к матушке. Why do we need Gayatri mantra? Зачем тогда нам нужна Гайатри мантра? What's more important? Holy name or Gayatri mantra? Что более важно, Гайатри мантра либо Святое Имя? Holy name. So why we need Gayatri mantra? Зачем же тогда нам нужна Гайатри мантра? Purify our mind. Again, to purify. Снова, да, это нужно нам для того, чтобы очистить ум. But all you need is the holy name. Но все, что нужно на самом деле, это только Святое Имя. You don't actually need Gayatri mantra. На самом деле не нужна Гайатри мантра. Number 3. Номер 3. Say. Самый главный принцип преданного служения – это Шринама. Сарва Шрештха Нама Санкиртана. Из 9 видов преданного служения самым важным является постоянное воспевание Святого Имени. Избегая Нама Парадхи, преданный с легкостью достигает Премадханы. Цитируя Шрилу Госвами в Партха Саратхи, главным методом достижения любви к Богу является воспевание Святого Имени. Кроткость и смирение привлекает внимание Кришны. Sava Shrestha Nama Sankirtan. Shrestha means best. Шрештха значит лучшее. Sava means of all. А Сава значит все. So Sava Shrestha, the best of all is? Говорится, что лучшее всего есть Nam Sankirtan. Number 4. Номер 4. Шринама не связана с материальным миром. Although we use the mouth Хотя мы используем свой рот and the tongue, и язык, and this is material, и это все материально. material. Someone can just you can tell little children come play outside. Someone can go and tell the little children. Пожалуйста, кто-то может сказать, что дети играли на улице там потише. So although we use a mouth, lips, Хотя мы используем язык и губы, and this is material, это материально, holy name actually is spiritual. но Святое Имя является духовным. Although the deity is made of marble, Хотя божества сделаны из мрамора, it's spiritual. но это есть духовное. But only the devotee can see that. Но только преданные могут увидеть это. The materialist, they think marble, Но материалисты просто могут видеть мрамор metal, или металл, like brass. как бронза, Прабхупада сделана из So бронзы. they think the name of God is material. Я не думаю, что Святое Имя является материальным. But the holy name is spiritual. Но Святое Имя абсолютно духовное. But it incarnates through sound. Но это воплощается через звук. Number 5. Номер 5. Все остальные анги, виды преданного служения присутствуют в воспевании Святого Имени, хотя и не всегда очевидны.
So all other 64 Все другие 64 are present in holy name. присутствуют в Святом Имени. So this means deity worship as well. А также поклонение божествам также есть воспевание в процессе воспевания. Number 6. Номер 6. В материальном мире только самые удачливые люди воспевают святые имена. Very, very fortunate. Очень-очень удачливые. Bhagya, Bhagyavan. Bhagya means greatly fortunate. Бхагья значит очень удачливый. Chant Krishna's name. Повторяет святое имя. So all of you are chanting God's name. Все вы повторяете святое имя Бога. Das. So you're all greatly fortunate. Вы все очень обладаете великой удачей. You are more wealthy than the richest person in Ukraine. Вы более богаче, чем самые богатые люди Украины. Or Mr. Bill Gates, richest man in the world. Или даже богаче, чем мистер Билл Гейтс, который самый богатый человек в мире. But Putin is more richer. Но Путин на самом деле более богат. I've read he's worth $400 million. Я читал, что он имеет 4 сотни миллиардов долларов его капитал. So you are more wealthier than the wealthiest human being. На самом деле вы более богаче, чем самые богатые живые существа в мире. Because you have the supreme wealth, the holy name. Потому что вы имеете высшее богатство, Святое Имя. And this money that human beings have, it's chanchala. Но те деньги, которые имеют живые существа, они называются чанчала, Flickering. которые непостоянны. Comes Приходят and goes. и уходят. Top. And even if you die with all your wealth, И даже если вы погибнете со всем своим богатством, in your coffin, can you take your dollars and euros? вы сможете ли вы забрать свои евро либо доллары в ваш гроб, катафалк? If in this lifetime I'm a billionaire Например, в этой жизни я миллионер, миллиардер. and I put all my money in Ukraine bank, Я положил все свои деньги в украинский банк. and my next life И в моей следующей жизни I take birth in Dnipro я родился в Днепропетровске, например, or Kyiv, или в Киеве. and then I go to the bank. И отправился в банк. They say, no, my money Я говорю, это мои деньги. in my last life. В своей предыдущей жизни In my last life, I had all this money and I put it in a bank. я положил в своей предыдущей жизни деньги на счет. In my last life, my name was Leonard. My name was Leonid. yeah, Leonard. В моей прошлой жизни меня This звали life, Леонид, my например, name is Sasha, или Саша. Alexandra. I want my money. Я хочу получить свои деньги, They'll think you're mad. и они подумают, вы, наверное, сумасшедший. They'll send you to prison. И отправят вас в тюрьму. So the holy name is actually, one who possesses the holy name possesses real wealth, И тот, кто обладает святым именем, он обладает истинным богатством real beauty, и настоящей красотой. because the holy name is the same as Krishna, Потому что святое имя не отлично от Кришны, but actually more merciful. но он более милостливый, чем Кришна. Holy name is more merciful than Krishna. И святое имя более милостливое, чем It is Krishna, but even more merciful. Это есть сам Кришна, но она более милостива. So it's full of all beauty, И она полна всей красоты, all knowledge, всего знания, all strength, и всей силы, all fame. и всей славы. So remember, Bhagyavan means very fortunate people. Помните здесь, что Бхагья, Ван, значит очень удачливые люди. Now I wanted to read this verse. Я хочу прочитать вам один стих. It describes the glories Это описывает славу of the holy name святого имени and the 5 types of bhakti. и 5 типов бхакти. What are the 5 types of bhakti? Каковы 5 типов бхакти? First, Nam Sankirtan, Первое — Нама Санкиртана, Sadhu Sangha, Саду Санга, Bhagavat Shravana, Mathura Vasi, Srimati, worship of deity.
Шримурта – поклонение божеству. 5 most powerful. 5 наиболее могущественных. Also called Panch Bhakti. Также называется Панча Бхакти. Panch means 5. Панча значит Pancha Tattva. как Панча Татва. But of the 5, which is the most powerful? Но из этих 5 какое наиболее могущественное? Nam Sankirtan. So this is a nice verse. Rupa Goswami. Duraha adbhuta viryosmin shraddha durastu panchake yatra swapamapi sambandha satyam babudaya. So panchake means these 5 things. Эти 5 вещей. Duraha adbhuta. Adbhuta means astonishing. Адбута значит удивительный. You know, adbhuta ras. Как адбута раса, например. It's secondary ras. Это вторичная раса. There are 5 primary ras. 5 основных рас. You know, Shanta, Dasya, Sakya, Valsalya, Madhu. 7 secondary. И 7 вторичных рас. Adbhuta is one. Адбута одна из них. Astonishment. Удивление. Krishna is so beautiful, I'm astonished. Кришна такой прекрасный, то есть мы его Krishna удивляем. is so strong, I'm astonished. Кришна так силен, я просто удивлен. Krishna, Lord Chaitanya, is so merciful, I'm astonished. И Господь Чайтанья, он так милостив, что я просто поражен. That's called Adbhuta. Это называется адбута. So Duriya Adbhuta. Duriya means very difficult to understand. Дурья значит очень трудно понять. So the power of these 5, very difficult to understand. И могущество этих 5 очень трудно понять. Especially the power of the holy name. В особенности силу Святого Имени. People, they think we're exaggerating Люди думают, что мы преувеличиваем, when we describe how powerful is the holy name. когда мы описываем, насколько могущественно Святое Имя. This is Bhaktravali. Это Бхактравали. These are talks by Srila Bhaktisiddhanta, Это лекции Шрилы Прабхупады, written by Sundarananda Vijayananda. описанные Сударанандой Виденитхи. When an Uttama Bhagavat appears in a family, Когда Уттама Бхагавата является в какой-либо семье, 100 generations, 100 поколений, that's children, это дети, before and after him до и после него, кто явился, are delivered. освобождаются. Nistara. When a Madhyam Bhagavat appears in a family, Когда Мадхьяма Бхагавата является в какой-либо семье, 14 generations, 14 поколений, before and after, после и до его явления, delivered. освобождаются. When a Kanishta Bhagavat appears Когда Канишка Бхагавата in a является particular family, в определенной семье, 3 generations, 3 поколения, before and after, после и до его явления, are Nistara, delivered. освобождаются. Srila Bhaktisiddhanta. So, we're all, at least we are Kanishtas. Как минимум мы Каништхи. Да? You are. I am yet to become the Kanishta. Я еще не стал даже. I'm trying very hard to become a Kanishta. Я очень тяжело стараюсь достичь этого уровня. Come here to Ukraine to associate. Поэтому я приехал сюда, в Украину, общаться с вами. Maybe in 100 lifetimes I become Kanishta. Может быть, через 100 жизней я достигну этого уровня Каништхи. Kanishta, 3 generations. И Каништха, 3 поколения Каништхи. Now, that means father, mother, grandfather, grandmother, great-grandmother. И это значит 3 поколения. Значит, отец, мать, бабушка, дедушка и прабабушка, прадедушка. But also 3 generations means last birth. И также 3 поколения, которые последуют после этого. And it can mean the birth before that. И даже после этого также. So this is just a Kanishta Bhakti. Это просто Каништха. If you become the Madhyam, Но если вы становитесь Мадхьями,
14. 14. Then there's different types of madhyam. И существуют различные типы мадхьям. The beginning madhyam kanishta. Есть начинающий мадхьяма, мадхьям каништа. Then a madhyam. Потом средний уровень, мадхьям. Then a madhyam uttama. И более продвинутый мадхьям уттама. Then even between madhyam uttama, there's steps. И даже между этими стадиями также есть ступени. So the more advanced you become, then the more people you can purify. И насколько более продвинуты вы становитесь, настолько больше людей вы можете очистить. But so you are all purifying your family members. Но вы как минимум очищаете своих членов семьи, Your parents, ваших родителей, grandparents, babushka. то есть ваших другие поколения. And babushka. И прабабушка, бабушка, прабабушка. Baba. So this is the potency, power, vira, power of bhakti. И это такая потенция, это вираха, это сила в этом бхакти. Even your parents, like Hiranyakashipu, not interested. И даже родители, подобные такие как Хираньякашипу, они не заинтересованы. Even your great-grandparents in Russian Revolution, you never met them. И даже ваши прародители, те, которые вы никогда не встречали, которые родились до революции. Trotsky, Ленин, Tolstoy, you never met them. Вы никогда не встречали их, But they get purified. но они очищаются. Now here's another verse. Послушайте другой стих. This is Chaitanya Bhagavat. Это Чайтанья Бхагавата. In whatever place or family В какой угодно семье, либо месте a Vaishnava appears, Вайшнав является, people for hundreds and thousands of miles люди на 100 тысяч миль are delivered. освобождаются. Now, Laksha Yojan Nishtara. What is a lakh? Что такое лак? 100,000. Yojan? Йоджан, что такое? 13 километров. Yeah, 8 miles, 8 миль, 13 kilometers. 13 километров. So, for 100,000 times 8 miles, 800,000 miles, say 1 billion kilometers. Получается 800 тысяч километров, либо 1 миллион, Who live around the Vaishnava. которые живут вокруг этого Вайшнава. Nishtara, the word is Nishtara, become delivered. То есть это слово ништара обозначает, что они будут освобождены. See how powerful this is? Посмотрите, насколько могущественно это. Now, we can say, it says family of a Vaishnava appears. What type of Vaishnava? В семье, в которой Вайшнав явился, какого типа Вайшнав? So this would probably mean Mahabhagavat. То есть это имеется в виду Махабхагавата Вайшнав. But even if you're not Mahabhagavat, even if you're the Madhyam, still powerful. Но если даже вы не Махабхагавата, но Мадхьяма Вайшнав, это также является очень могущественным. And the word Nistara means delivered. И ништара значит освобожденный. So what does that mean? Liberated? Что значит освобожденный? So we know there's different types of liberation. Мы знаем несколько типов освобождения. You can be liberated from karma, Мы можем быть освобождены от нашей кармы. but that doesn't mean you have prema. Это не значит, что вы получили прему. You can be liberated from birth, death, disease, and old age, Вы можете быть освобождены от рождения, старости, болезни, смерти. but that also doesn't mean you have prema. Но это не означает то, что вы получаете прему. So the word delivered can mean different things, Слово освобождение может иметь разные смыслы. but whatever it is, it's good for you. Что бы это ни было, это все является очень хорошо для вас. In the Chaitanya Charitamrita, the word Nistara means to go back to Godhead. И в читании Чаритамриты описывается, что это слово ништара обозначает отправиться назад домой к Богу. And the example is Ajamil. И пример от Джамила дается. While dying,
Ajamil chanted the holy name of the Lord. Тем временем, умирая, Аджамил, он повторял святые имена Бога, Intending to call his son. пытаясь призвать своего сына. Nevertheless, he attained the spiritual world. Тем не менее, он достиг духовного мира. What then to speak of those who chant Что говорит о тех, кто повторяет with faith and reverence? с верой и благоговением? So Ajamil chanted Narayan, Narayan, Narayan. И Аджамила повторял Нараяна, Нараяна, Нараяна. Everyone, Narayan, Narayan, Narayan. Нараяна, Нараяна, Нараяна. Narayan, Narayan, Narayan. Narayan, Narayan, Narayan. Narayan, Narayan, Narayan. Namo Narayan Namaha. So Ajamil chanted Narayan, Narayan, Narayan. И Аджамил, он повторял Нараяна, But Нараяна. he's thinking, Greenam means to chant, Гринам значит повторять. of Putri, Putra. И он думал о Путре. Putra, son. То есть Путра это сын, Putri, daughter. Путри дочь. So he's thinking of his son. И он думал о своем сыне. Still, he attained the spiritual world. И тем не менее он достиг духовного мира. The word is Ajamil, Api, Agat, Dharma. Dharma means spiritual world. Дарма значит духовный мир. Api means certainly. И Апи значит определенно. Agat means attained. Агат значит достиг. So, what to speak of Ajamil, who chanted Namabhas, Что говорить об Аджамиле, который повторял нам Абхаз? and he chanted thinking of Putra, son. И он, повторяя, думал о сыне Путре. This verse says, Kin Uta, what to speak of us, И это слово обозначает, что говорить о нас. all of you chanting with Shraddha, faith. Все вы повторяете со Шрадхой, с верой. So if Ajamil went back to the spiritual world, Если Аджамила даже отправился в духовный мир, then what about all of you? что говорить о вас всех? You will also go back to the spiritual world. Вы также вы отправитесь в духовный мир. And in the spiritual world we have Ukraine. И в духовном мире мы также имеем Украину. Kim Uta Shradaya Grinam, what to speak of. Это обозначает, что говорить о. So this is the power of the holy name. Это есть могущество Святого Имени. So powerful. Так могущественно. So this verse, Dura Abhuta Viryosman, the power of the holy name, it's very astonishing. Сила Святого Имени, она очень удивительна. Shraddha Dura. Shraddha means, Шрадха значит faith. вера. Dura means far away. Дура значит очень далеко. Like Kiev is far away. Как Киев, например, очень далеко. So Shraddha Dura, even if faith is far away, Даже если ваша вера очень далека, but you chant the name of God, но вы повторяете Святое Имя Бога, then Bhavudaya, love of God can awaken. поэтому любовь к Богу будет пробуждена. Bhav means love of God, Бава значит любовь к the Богу, beginning stage. начальная стадия. Udaya means the sun rises in the morning, it rises. А удая значит солнце, которое встает утром. So even if faith in deity, И даже если вы имеете веру в божество, faith in sadhu, веру в садху, the 5 things, faith in Bhagavatam, 5 вещей. Вера в Бхагаватам, faith in the Nam, вера в Святое Имя. even if it's dura, far away, Даже если это дура, да очень далеко, still it can have an effect on you, так или иначе это будет влиять на вас. and you get purified. И вы будете очищены. Very, very, extremely powerful. Чрезвычайно могущественно. It's so powerful we don't believe it. Это так могущественно, что мы не верим даже. And that is the 5th and the 6th offense. Это является 5-м и 6-м оскорблением Святого Имени. So the holy name. Вы знаете об этом. You think the glories of the holy name is kalpana, imagination. Мы думаем, что слава Святого Имени является калпана или воображаемым.
And you think the glories of the holy name exaggeration. И мы думаем, что слава Святого Имени это преувеличение. We actually don't believe it. Мы просто не верим. Like this verse. We don't actually really fully believe it. Мы не можем просто в полной мере поверить в это. And that's an offense. Это и есть оскорбление. Holy name is so powerful. Святое Имя так могущественно. Even if you say the syllables separately. Если вы даже скажете слог, один слог раздельно, like what's the example? Harim, no. What's the example? Программа, там рама, если Харьков. Halam Riktim. Храм. Hara Raktam. Even if you the two words used. даже если мы используем эти два слова, One refers to the queens of Dwarka. Одно из слов относится к царицам Двараки. Oh, Raja Mahishi. Раджа Махиши. Right? Raja, queen. Раджа значит царица. Well, Raja is king. Царь. Mahishi is the queen. Махиши значит царица. So you say the word Raja Mahishi. Раджа Махиши. R-A from Raja. А и A буквы из And Раджа. M-A from Mahishi. И M-A из Махиши. Put together, Поставить их вместе. Rama. Получается Рама. You make advancement. И вы делаете успех, вы делаете продвижение. You haven't even said the holy name. Даже вы не говорите Святое Имя, But you said the two syllables. но вы говорите эти два слога, Raja Mahishi. которые являются Раджа Махиши. Jiva Goswami says this. И Джива Госвами. Here's another one. Есть другой пример. Halam Riktam. I said Halam Riktam. Халам Риктам. H-A from Halam. H-A из Халам. And R-I from Riktam. А и Р. I, да, из Риктам. Put together is Hari. И поставить их вместе получается слово Хари. H-A-R-I. То есть Х-А-Ар-И. The syllable Ha in the word Halam И слог Хара and the syllable R-I in Riktam и слог Р-И из Риктам are separately pronounced. Отдельно произносятся. But nevertheless, Но тем не менее, it will act они будут действовать, because one somehow or other utters the word Hari. так как кто-то произнес слово Хари, они будут действовать. This is Sanatana Goswami, Это описывается на Госвами. Chaitanya Charitamrita. Читание Чайтаньи. Holy name is so powerful. Итак, Святое Имя очень могущественно. I remember in Johannesburg in South Africa, Я помню однажды в Джоханнесбурге, в Южной Африке. third biggest city in Africa. Это является третьим большим городом Южной Африки. 5-6 million people. 5-6 миллионов Bigger than Kiev. населения. Больше, чем Киев. They have a big billboard Там есть такой большой щит рекламный. as big as this whole room Настолько большой, как эта вся комната. and light shining on it at night. И свет освещает его ночью. And it says Rama. И там говорится Рама. And it's advertising margarine. И там рекламируется маргарин. Rama margarine. Рама маргарин. It doesn't say margarine. Это не говорится маргарин. Rama. Просто эти два слога Рама. Other people driving past will see it. И люди просто ездят на своих машинах. And it has subtle effect. Это имеет тонкий эффект. And then you have the CEO. И мы имеем CEO. Rama Factory. Фабрика Рамы. And on his door, CEO of Rama.
И над дверью такая надпись CEO Рама. And then they're printing the cover for the margarine. И на те, кто печатает обложку или обертку на маргарин, Every time they print it, Rama, Rama, Rama. они печатают и все время читают, повторяют Рама, Рама, Рама. So they're making advancement. Они делают продвижение. But we don't believe this. Но мы не верим в это. Our faith, we're not so sure. Наша вера, она не очень тверда. So this is an offense. Это является оскорблением. Holy name is so powerful. Святое имя очень могущественно. Duraha Adbhuta Virya. Virya means Shakti. Вирья значит шакти. Like Shakti power. Значит сила, могущество. That even if faith is far away, даже если наша вера очень далека, Shraddha Dura Stupanchake, even if faith is far away, если наша вера очень далека, Yatra Swapam Api Sambandha. Sambandha, if you have a relationship, Sambandha. Но если мы имеем взаимоотношения с самбандху, with holy name, if you just see the holy name, просто видя Святое Имя, or you hear it, like или слыша его, in the park, I go for a walk, как в парке мы и шли на прогулку, and the devotees are chanting Krishna's и name, преданные воспевали Святые Имена and the Бога, people are walking back from work. и люди проходили мимо с I notice работы, everyone has cell phone. и каждый имел мобильный They're телефон, walking, заметил. and talking. И они шли и разговаривали по телефону все время. But they have relation. The holy name is entering their ear. Но Святое Имя, оно входит в уши Bhavudaya, gradually, постепенно, maybe not immediately, может быть не сразу, but Satyam Bhavudaya, gradually, но постепенно, Satyam, if they're offenseless, если это без оскорбителя, Bhav will awaken. Бава будет пробуждена. Gradually, love of Krishna will awaken. И постепенно любовь к Богу будет пробуждена. And Prabhupada writes the same in the Nectar of Instruction. И Прабхупада пишет то же самое в Нектаре наставлений. Page 36. 36-я страница. Third paragraph. 3-й параграф. That the devotional service is so perfect, Преданное служение настолько совершенно, so pure. настолько чисто. Once having started, Кто-либо угодно, начав его, one will be dragged он будет просто притянут to ultimate success, к конечному совершенству, Goloka Vrindavan. Галоки Вриндавана. So the man, woman are walking through the park, Мужчина либо женщина, которые идут через парк, and one of the devotees gives them Maha Prasad. и какие-то преданные дают им Маха-прасад. So the devotional service has started. Преданное служение было начато. Or they just hear the holy name. Даже просто слушая Святое Имя, It started. это уже было начато. Or they give some donation and take a book. Или дали какое-то пожертвование, взяли книгу. Even if they don't read it, Даже если они не читают ее, their bhakti is now being nourished. бхакти начала питаться. So it's very powerful. Это очень могущественно. So we are very fortunate Все мы очень удачливы. that we have the holy name. Мы имеем Святое Имя Бога. We should not allow ourselves to become depressed Мы не должны позволять себе становиться депрессивными. because maybe we don't have so much money, Может быть, мы не имеем много денег, or maybe we don't have the job, мы не имеем работы, or maybe domestic problem, или какие-то домашние проблемы. or even our children may not be devotees, Может быть, наши дети, они не стали преданными, serious devotees. серьезными Of course, преданными. we give them prasad. Конечно, мы даем просад. Or our parents may not be so serious. Или наши родители, может быть, не так серьезны. Or we may have some mental problem like depression. Или мы имеем какие-то ментальные проблемы, как депрессия. We shouldn't become disturbed by any of this. Мы не должны быть обеспокоены ничем этим. We should just realize how lucky, how fortunate we are. И мы должны реализовать, насколько мы удачливы, насколько мы благословлены, Our destination, так как наше назначение Vrindavan. Вриндаван. We are meant for Vrindavan. Мы предназначены для Вриндавана. We are not meant for Dnepr. Мы не предназначены для Днепропетровска.
or Donetsk, или Донецка, or Alchaz, или Алчевск, or Kiev, или Киева, or Odisha, или Одесса, or Black Sea, или Черное or море, even Las Vegas, или даже Лас-Вегас, or Paris. или Париж. We're not meant for any of this. Мы не предназначены для этих In мест. a talk in 1974, И в своей лекции в 74 году Prabhupada on Bhaktisiddhanta's appearance day Прабхупада на явление Шрилы Прабхупады Сарасвати said, сказал: we're meant for Vrindavan. мы предназначены для Вриндавана. We're meant for dancing with Krishna, Мы предназначены для танца с Кришной, living with Krishna, жить с Кришной, eating with him, есть с Кришной, playing with him. играть с Кришной. Prabhupada writes И Прабхупада пишет in the Srimad Bhagavatam, в Шримад Бхагаватам, Canto 8, песня 8, chapter 24, 24 глава, text 52. 52 текст. Goal of life Цель жизни is to live with the Supreme Personality of Godhead, – жить с Верховной Личностью Бога, play with the Supreme Personality of Godhead, играть с Верховной Личностью Бога, eat with the Supreme Personality, есть с Богом and и dance танцевать with Krishna. с Кришной. You like to dance? Вы хотели бы танцевать? But how long we dance for? Но как долго мы можем? 10 minutes, 10 минут? 1 hour, 1 час? and then finished. И затем, And then when you get old, если мы становимся старше, like me, как мы, can't dance. When you get old, you can't dance. когда мы становимся старыми, мы не можем танцевать. Like Vakishvara Pandit, Как Вакрешвара Пандит. how long he danced for? Как он долго танцевал? 72 часа, по-моему. 72 hours. 72 hours. You dance 72 hours? Сколько вы танцевали? How long gopis dance for with Krishna? Как долго гопи танцуют с Кришной? One night Одну ночь of Brahma. Брахма. 4 billion 4 миллиарда 320 million years. 320 миллионов лет. Dance 4 billion years? Я бы хотел, Махарадж, я бы хотел. I would like. You need spiritual body. Вам нужно духовное тело. You give up this body of blood, Бросьте это тело, состоящее из skin, кожи, hair. волос. You give it up. Have spiritual body. Оставьте это тело и получите духовное тело. Cowhead boy, Мальчика-пастушка. gopi. Гопи. In 1976, В 1976 году Prabhupada said, Прабхупада сказал: just like I can see you, как я вижу вас, you can see me. и вы видите меня. You can go and be with Krishna directly. Вы отправляетесь и будете с Кришной непосредственно. See Krishna. Видите Кришну. Live with Krishna. Живите с Ним. Dance with Krishna. Танцуйте с Ним. Eat with Krishna. И ешьте с Ним. Play with Krishna. И играйте с Ним. This is what we want? Это то, что мы хотим? No, I want to stay in Dnipro, Ukraine. Нет, я хочу оставаться в Днепропетровске. So we're meant for Vrindavan. Итак, мы предназначены для Вриндавана. And this is the gift that Lord Chaitanya is giving. Это тот подарок, который Господь Чайтанья дал нам. And Prabhupada is giving this gift in the West. И Прабхупада дает нам подарок это на Западе. He went to Russia. Он отправился в Россию. Ukraine is included with Russia. Украина включена в Россию. Moscow. Москва. Prabhupada came to South Africa Прабхупада приехал в Южную in Африку 1975. в 1975 году. England, Australia, America. Англия, Австралия, Америка. Giving us this gift. И дал нам этот подарок. Vrindavan. Вриндаван. And Tulsi Devi, И Туласи Деви, Srila Bhaktisiddhanta said, Александр же is the говорит, ticket collector. это Ticket collector собирающий билет, проверяющий билетики for Rasa Leela. для Расалилы. And in that song, Nitai Parakamala, И эта песня «Нитай Пада Камала». Nitai Parakamala Kota Chandra Suzita. Prabhupada writes in the purport, Прабхупада пишет в комментарии к этой песне. the aim of the Hare Krishna movement Цель Харе Кришна, движения Харе Кришна, is to enable us дать нам возможность to associate общаться with Radha and Krishna с Радхой Кришной and
join Krishna и присоединиться к Кришне in his sublime rasa dance. в его возвышенном танце рас. This is the aim of the Hare Krishna. Это цель Харе Кришна движения. But this is a very high goal. Это очень высокая цель. So we have to start off in foundation. И мы должны начать с фундамента, The four с principles, 4 принципов. Guru Nishta, С Гуру Ништхи, Bhagavad Gita, Бхагаватам, Bhagavatam. Шримад Бхагаватам. We have to start off and then gradually we go more higher. И мы должны начать с этого, но и постепенно идти вверх. Шрилы Прабхупады ки Jagannath Subhadra Balaram ki Jai Gaura Chandra ki Jai. Oh, and here's a new book, И у нас здесь новая книга. all about Vrindavan. Все о Вриндаване. That's me sitting in Dhaninavatana Kund. Это я, сидящий на Дананивартана Кунде. And that's me on the aircraft going to Dhaninavatana И Kund. здесь я на самолете, который отправляется на Дананивартана Кунде. So this is a picture book, Это книга картинок. a little bit writing Немножко описано кое-что. and pictures, И в основном картинки. all Vrindavan. Все о Вриндаване. So it's called Reflections, Это называется размышление. and it's available. Это доступно. Now, I already signed it, Я уже подписал это. so you don't have to ask me to sign it. То есть вам не нужно спрашивать меня дополнительную подпись. Kusum Sarovar, Здесь есть Кусум Сарова. read the first one. Смирение – это как масло для машины, которое делает ее бег плавным. 12 июля 1915 года. English. Humility – this is like oil for the machine, which Always need to be humble. всегда должны быть смиренными. Humility is so important. Смирение так важно. And when you live in Vrindavan, Mayapur, Когда мы живем в Вриндаване, Майпуре, it forces you to be humble. это заставляет вас быть смиренным. Like now is monsoon. Например, сейчас сезон дождей. Everywhere rain, Везде дождь, sometimes snakes. иногда змеи. And last month it was so hot. И предпоследний месяц было очень жарко. Then in Vrindavan, Govardhan Hill, half time electricity and half the time no electricity. И на Гавардхане, например, там половину дня электричество есть, а половину нету. One time I'm taking bath in my house at Govardhan Hill Однажды в своем доме на Гавардхане я принимал омовение and pouring the water in the bath. и лил воду себе на голову. And something was climbing on my back, И что-то прыгнуло мне на спину. climbing up my back. Что-то начало прыгать по And I спине. thought cockroach. Я думал, таракан. So I carried on bathing. И я продолжал порываться. I turned around, Я повернулся назад. mouse, И мышь whoosh, trying to climb my back. пыталась залезть на меня на This спину. moosh was going like this. It was И она вот так вот двигалась. so many things you have to tolerate. Столько вещей вы должны терпеть. And then I asked the devotees, И затем я спросил преданных, come and take the moosh away. пожалуйста, возьмите эту мышь и выкиньте ее. They're all frightened. И они все боялись. They wouldn't do it. Они не сделали это. Mouse, Такая мышь маленькая. we grab a chair. Не было больших I проблем. had to do it. Я сделал. So this book is available, and of course we have this other book. Эта книга доступна, также есть другая книга. It's been available for a while. Также пожалуйста. So any questions you'd like to ask? Кто-то желает спросить, задать какие-то вопросы? Самые удачливые люди воспевают Святое Имя, а самые удачливые люди воспевают Святое Имя в данном мире. Но касается ли это всех преданных, которые воспевают Святое Имя, либо даже тех, кто повторяет Намапарадху, потому что ниже там написано Намапарадха, и она там не скажет, что это удачно, удачно люди повторяют. То есть касается ли это тех, кто воспевает Намапарадху? Да.
there is a statement on the sheet which says that it's a very great fortune. What's the statement? There is a statement on the sheet. It's a great fortune, those who, it's a very fortunate people, those who chant in holy names. Does it concern to those who chant in Namaparatha? Anyone. Любой. Bhaktivinoda Thakur. This is mostly from Bhaktivinoda Thakur. Это все цитаты от Бхактивинода Такура Jayavadama. из Джайвадана. Chapter 22, 23, 24. Главы 23 по 25. One chapter, Namaparad. Одна из глав о Намапаратхе. One chapter is on Namabhas. Другая глава о Намабхасе. One chapter is on Shrilanam. И также глава о Шудханаме. Anyone who chants the name of God, Любой, кто повторяет Святое Имя Бога, purified, он очищается. is fortunate. Это очень большая задача. But those that chant regularly, Но тот, кто повторяет регулярно, like you, как вы, consciously, you know you're doing it. осознанно, вы знаете, вы это Not делаете. like Ajimel was, he didn't know he was doing it. Не так, как Аджимил, который он не знал, что он на самом деле повторяет Святое And Имя. you try to do with bhakti, И если вы пытаетесь это делать с бхакти, then even more fortunate. и вы даже более удачны, It means you're going back to Godhead. однозначно вы отправитесь домой к Богу. No more Ukraine. Больше не будет Украины. You have to say goodbye to Ukraine. Вы должны сказать до свидания, Украина. Anything else? Кто-то еще? Гуру Махарадж, вы часто в своих книгах и в лекциях говорите об эмоциональном воспевании, о том, что воспевать Святое Имя нужно с чувством, с эмоцией. У меня это не получается. Как этому научиться? Все слышали вопрос? Guru Maharaj, you often say in your books that we have to chant emotionally, invest some emotions in our Feeling, chanting. with feeling. Feelings, yeah. And she said that she can't do this. She can't invest any emotions. She can't. You have to practice. Вы должны практиковать. Practice makes perfect. Практика делает совершенство. Через практику It достигается. doesn't come immediately. Это не приходит незамедлительно. But I think everyone, all of us sitting here, Я думаю, каждый из вас, который сидит at здесь, some point in the past, в какой-то момент времени в прошлом, we have chanted the name of God, вы повторяли Святое Имя Бога, and tears have come. и слезы выступили у вас. Ashru. Ashru means tears. Ашу значит слезы. So that's feeling. Это чувство. But it's rare. Это очень редко. But as you become more advanced, Но если вы будете более продвинуты, it comes. это придет. But then the advanced devotee also learns to control it. Продвинутые преданные, они учатся, как контролировать это. So that's feeling. Это чувство. But it's not every day we can do like that. Конечно, это не будет каждый день. Мы But we have to practice. Но мы должны практиковать. Feeling for Guru. Вложить чувство к гуру. Feeling for Param Guru. Чувство к Парам Гуру. Feeling for Vrindavan. Чувство к Вриндавану. Crying for Vrindavan. Плакать по Вриндавану. Crying for Mayapur. Плакать по Майяпуру. On Gopani, crying for Lord Chaitanya. На Гаурапурниму плакать о Господе On Чайтанье. Rath Yatra festival, crying for Jagannath. На Радхаятре плакать о Джаганатхе. Instead of crying for money Вместо того, чтобы плакать о деньгах, and husband и о муже, and wife, и о жене, we cry for Krishna. мы плачем по Кришне. They asked, who is it now? Asked Vamsi Das Babaji Maharaj, how do I get Krishna? Однажды Вамшидас Бабаджи Махарадж его спросили, как я могу получить Кришну. He said, just cry for Krishna. Он просто сказал, сейчас бери и плачь по Кришне. Ladies can cry more easily than men. Женщины могут легче плакать о Кришне, чем мужчины. For men it's more rarer. Для мужчин это более редкий случай. And that's what we have to do. Но это то, что мы должны делать. So, it's not going to happen immediately. То есть это не случится сразу, But we carry on. но мы продолжаем. And it will come. И это придет. Even if it comes on deathbed. Если это даже придет на смертном одре, That's good. это хорошо.
Если кто-то обрел любовь к Богу, но не желает духовный мир, будет ли, не желает духовный мир, будет ли он здесь защищен милостью Господа от падения на 100%? If somebody attained love of God, but he doesn't want to go back to spiritual world, will he be protected 100% here? That's unusual. Это необычная вещь. It's almost doesn't make sense. Это как бы не имеет большого смысла. If you love somebody, Если вы любите кого-то, Vrindavan, Krishna, Govardhana, Майпур, then you're going to want to be with them. вы хотите быть с объектом любви. If you don't want to be with them, Если вы не хотите быть, you don't really love them. значит там нет настоящей любви. Но все же это здесь. Все же здесь. Вриндаван же здесь. Everything is here. Vrindavan is here. No, we want other Vrindavan, Мы хотим другой Вриндаван. not this. Не этот. This Vrindavan also wonderful, Это очень тоже хороший Вриндаван. but we want apricot Vrindavan. Мы хотим Апраката Вриндаван. We want to see Prabhupada in Vrindavan, Мы хотим увидеть Прабхупаду во Вриндаване. Lord Chaitanya, Господа Чайтанья. dancing. Танцующим. We want to see Rasa Lila. Мы хотим увидеть Раса Лилу. We're not qualified to participate, Мы, может, не квалифицированно участвовать, but from distance, we но want на to see дистанции мы хотим видеть. Krishna playing in Jamuna. А Кришна играет в Ямуне. Who with? С кем? Madhumango, Мадхумангу, Sudama, Sudama, Gopata, cows. корову. We want to see this. Мы хотим увидеть это. So when you want to see this to the highest degree, Когда мы хотим увидеть это с большой силой, like a drowning woman or man как, is meditating on air, как тонущий мужчина или женщина, она медитирует на воздух. so when we want Vrindavan to the highest degree, Если мы хотим также Вриндаван с такой же силой, more than a drowning man wants air, даже больше, чем тонущий человек хочет воздуха, then we get Vrindavan. и тогда мы только получим его. But we want Ukraine. Но мы хотим Украину. There was one woman, Есть одна женщина, she was in hospital. она была в She больнице, went to visit her son in hospital. она пошла посетить своего сына, который лежал в больнице. Son was dying, А сын умирал, young boy. молодой мальчик. And a sannyasi went И саньяси пришел, and saw the woman и он увидел эту женщину and said, и сказал: if I give you the choice если я дам тебе шанс, that you get your son back если ты получишь своего сына обратно, or you get Krishna, или ты получишь Кришну, which will you choose? что ты выберешь? And immediately this woman said, I want my son. И незамедлительно эта женщина сказала: я хочу своего сына. So in the material world, В материальном мире attachment to children, especially when they're young, bacha, привязанность к детям, особенно если они маленькие, very strong. очень сильная. But you have to want Krishna more than that. Но мы хотим Кришну больше, чем это. When the boy falls in love with the girl, Когда мальчик влюбляется в девочку, they call it infatuation. это называется Infatuation. Mesmerize, hypnotize. гипнотизирован, он полностью попадает в такой в транс, в гипноз. Like trance. Right? The man is always thinking of the girl. Он все время думает о этой девушке. First thing in morning, Первое то, что он думает, last thing at night. и последнее то, что он думает, Dreaming. мечтает постоянно. Girl is thinking of boy. И девушка думает о юноше, Boy is thinking of girl. и юноша думает о девушке, Like samadhi. как самадхи, Very strong. очень сильно. Looking at each other's eyes. Смотрят вы друг друга в глаза. Oh, I love you. Я люблю тебя, I love you back. а я также люблю тебя. It's very strong emotion. Это такие сильные эмоции. But you have to love Krishna more than that. Но мы должны любить Кришну даже более, чем это. In the material world, В
в материальном мире. The boy goes, I love you. И юноша говорит, я люблю тебя. And the girl goes, I love you back. Я также люблю тебя, говорит девушка. And in 5 years' time they have divorce. И через 5 лет они имеют развод. I hate you. Я ненавижу тебя. I hate you back. Я ненавижу тебя тоже. They want to kill each other. Они хотят убить друг друга. That's the real world. Это материальная жизнь. Anything else? Что-либо еще? Da. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, Канишхатикари это подразумевается материалистичный преданный, и он как бы не получает освобождения, а как он может на 3 поколения вперед и назад освободить своих родственников? Может как бы больше объяснить это мне? Это как бы в перспективе или уже прямо как факт? Все слышали вопрос? That one of the symptoms of Kanishkatikari, he can deliver 3 generations after and before. Again? Kanishkatikari can deliver 3 generations, and he is considered to be a materialistic devotee. And how it can possible for him to deliver? It's in a perspective in the future, or it's actual fact. No, it's actual fact. Это есть фактическое. Srila Bhaktisiddhanta is saying, Это говорит Бхактисиданта we Сарасвати. have faith in Srila Bhaktisiddhanta. Мы имеем веру в Бхактисиданта Сарасвати. I've not read it in scripture, Я не читал в Писании, but Bhaktisiddhanta is saying in this но Бхактисиданта Сарасвати говорит, talk he gave 1920. он это говорит в 1925 1925 he gave году на лекции. Sunday 8th of November. November 1920. 9 ноября, воскресенье. But I have not read in Sastra. Но я не читал это в Писаниях. But when Prabhupada Bhaktivinoda Bhaktisiddhanta speak, that's also Sastra. Но когда Бхактивинода Бхактисиданта говорят, это тоже So he шастра. say 3, 14, 100. Они говорят 3, 14 и 100. So accept it. Мы принимаем. So all of you are at least Kanishta Как минимум вы все конишки, and some more. и может быть кто-то So больше. you've already now liberated Вы уже освобождены. generations, your parents, И ваше поколение родители, grandparents, прадедушки, прабабушки, babushka. и бабушки, прабабушки.